Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же неожиданные перемены вас ожидают? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, что же происходит в вашей жизни. Так. Вот как-то хочется вам любви. Вот почему-то мне сразу идет информация. Вот, ну хочется то ли влюбиться, то ли хочется, да, у кого-то это семью, может быть, вы хотите, либо просто хотя бы женщину для серьезных отношений. Вот настолько вы нацелены, хотя у многих может проигрываться именно вы хотите отношений, которые приведут вас именно к семье. Причем даже у некоторых из вас может быть такое, что вы бы даже согласились на переезд к другой женщине. То есть вы бы не побрезговали переехать к ней. По финансам у вас довольно неплохая ситуация. Возможно, была недавно у вас либо получение какой-то суммы денег, да, у кого-то это премия, зарплата, у кого-то наследство, может быть, с неба свалилось, там какие-то долги отдали и так далее. Ну, то есть по финансам у вас все нормально. Вот просто от работы, я бы сказала, почему-то вот мне идет, что вы от работы немного подустали. Это может быть либо же у вас тяжелая физическая работа, либо даже умственная, но как-то вот вы так устаете. Может быть, даже вечером падаете без задних ног. Очень и очень вы устали. Личной жизни, пока вот женщину я не вижу, но вы очень хотите, да, чтобы встретилась та единственная, потому что вот вы такой человек, вы очень такой большой добряк. Причем добряк, но очень эмоциональный. Вы настолько близко все берете к сердцу. Вы настолько вот, ну то ли сентиментальный, какой-то, ну очень такой душевный и ранимый, что даже далеко не каждый мужчина может таким быть. По крайней мере, я вам скажу, что окружающим вы, скорее всего, этого не показываете. О том, какой вы настоящий, об этом знает, я думаю, небольшой круг людей. Только ну, приближенные люди, я думаю, знают вас настоящего. Либо же это ближайшие друзья, либо только там семья. Направо и налево вы точно не будете душу никому открывать. Так, дальше, что у нас еще? У вас в вашей жизни еще какая-то вот ситуация, я бы сказала, осталась нерешенной, да, вот в подвешенном состоянии. Что-то у вас не решилось. У кого-то, может быть, это какие-то судебные разбирательства идут. Кто-то не поделил детей, имущество, может быть, кто-то по работе еще не решил, да, вот переходить, не переходить, там и так далее. Ну, то есть какая-то ситуация, которая вот, ну, то ли застопорилась, то ли не решилась, да, и по этому поводу тоже у вас есть некоторые переживания. Теперь смотрите. Вы хотите очень женщину, да, вы хотите, вы нацелены на любовь, на страсть, да, но в то же время как-то вот то ли друзья, может быть, еще проигрываться так, что могут говорить, да зачем оно тебе надо, да поживи один, да хотя бы временно побудь один, да, чтобы вот, ну как бы свобода, это же все супер. Может еще так проигрываться, что вам рассказывают, что ну, женщины это все очень и очень непросто, отношения очень непросто, как бы ты попробовал уже это все, да. Может тоже у некоторых такое проигрываться. Но тем не менее, да, на то, что могут вам говорить окружающие, вы, в общем-то, по жизни не очень-то обращаете внимание. Вот вы такой человек, который, я бы сказала, наверное, ну, единолично вы принимаете большинство решений. Да, вы можете посоветоваться, вот, допустим, раньше там вы с женщиной своей советовались, но это всего лишь посоветоваться. Решение, окончательное решение вы принимаете, как правило, один, да, ну, потому что вы считаете, что мужчина должен сам решать проблемы, должен принимать решения какие-то, и это правильно.
Периодически у вас бывают какие-то посиделки с друзьями, я скажу. Ну, я не могу сказать, что это бывает прям так часто, да. Возможно, к вам они приходят домой, либо вы к ним. Ну, то есть, знаете, для вас вообще как-то, помимо того, что вы семейно ориентированный человек, для вас очень важно то, что происходит у вас в семье. Вот вы какой-то еще, знаете, вот то ли так воспитаны, то ли, ну, характер, я не знаю, какие-то черты, как-то вот вы воспитали в себе эти качества, что семья это прежде всего. Потому у вас такая вот острая нехватка именно любимой женщины рядом, именно семьи, да, у вас, ну, нет такого какого-то стимула жизни, я бы сказала, у вас нет мотивации, для кого жить, да, для кого можно зарабатывать деньги, кого можно баловать, там, я не знаю, задаривать подарками и так далее. То есть вы в ожидании, вот, да, вот как этот мужчина на карте ждет, вот, когда приплывет корабль, вы как будто бы вот в предвкушении, да, вот появления новой женщины. Вам хочется, чтобы наконец-то появилась та единственная, но пока на данный момент я не вижу у вас женщины. Давайте посмотрим, что же будет дальше, какие же неожиданные перемены ожидают вас в вашей жизни. Так. У некоторых из вас, смотрите, может проигрываться какая-то неожиданная поездка. Причем поездка, о которой вы даже не думали, не гадали. То ли вас в командировку отправят, да, то ли еще по каким-то там, может быть, семейные дела. У некоторых может проигрываться еще, значит, какая-то поездка, может быть, которая вам очень неприятна. Поездка, которая, ну, знаете, вы опасались и очень долго, чтобы туда не поехать. Это какое-то место, которое вселяет какие-то, ну, неприятные ощущения, мягко говоря, да. Причем поездка там, где вам могут сказать одно, а вы по факту приезжаете, а там совершенно другое, да. Я не хочу это озвучивать, думаю, все понимают. То есть они могут сказать, что там безопасно, там все хорошо, да, ничего страшного. Вы приезжаете, да, а там совершенно другая ситуация. Так, дальше смотрим. Что же за неожиданные повороты еще будут в вашей жизни? А неожиданные повороты любви будут у вас. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, причем настолько вот как-то она неожиданно появится. Знаете, вот вы где-то пересекались с этой женщиной. Вот не буду я углубляться, кто где познакомится. Вот я буду теперь оставлять это для сюрприза, потому что все разные, вас тысячи, да? И у каждого может проигрываться своя ситуация. Смотрите, это будет какая-то вот такая, ну, неожиданное ваше вот, ну, не столкновение, ну, даже не знаю, какое слово, как будто вот пересечетесь где-то. Вы где-то с ней были знакомы, вы общались с этой женщиной, да. Ну, то есть это будет такое вот легкое увлечение, да, этой женщиной. Поначалу как-то будет все легко, вы особо не будете заморачиваться, ну, там, старая знакомая, так скажем. Поэтому вы особых планов строить на нее не будете. Да, вы будете проводить время, там гулять, развлекаться и так далее. Не будем уходить в подробности, да. Но как-то вот особо я не могу сказать, что она серьезно вас зацепит. Вы, может быть, с ней начнете общаться просто вот от какого-то одиночества, от тоски, от того, что на данный момент никого нет, да, вот второй половины. Но это будет как-то вот неожиданно, это все произойдет, настолько вот именно она вас в оборот возьмет. Вот скорее она будет инициатором, да, вы где-то с ней столкнетесь, слово за слово, да, и там понеслось. Так, что же будет дальше между вами? Начнется с каких-то легких, да, отношений. Смотрим, что дальше.
Так, а дальше она начнет нравиться вам все больше и больше. Вот, знаете, вот по мере общения с ней вы будете замечать ее какую-то и внешнюю, и внутреннюю красоту. Потому что, да, хорошо, когда есть внешняя красота, но все-таки намного важнее, когда человек красивый душой. Напишите в комментариях. Я думаю, вы со мной согласны. Да, конечно, внешность важна, а внутреннее содержимое намного важнее. Какой именно сам человек, какая душа у человека. Напишите, как вы считаете. Поэтому вот в процессе вашего дальнейшего общения постепенно вы будете, знаете, как будто первооткрыватель. Будете какие-то новые черты в ней открывать, какие-то, может быть, качества характера, да, вот что-то она будет такое вот делать, да, в процессе отношений, что очень и очень вас вот, ну, зацепит. Вот вы очень так сильно, даже я бы сказала, вы будете обращать на это все внимание, вот именно на ее человеческие какие-то качества, потому что, ну, красота, да, это все хорошо, но жить не с красотой, а с человеком, как говорят. И смотрите, тут уже, когда вы вот начнете ее открывать для себя, вы начнете даже как-то больше ее ценить. У вас какой-то вот огонек влюбленности появится. Вы почувствуете себя, знаете, вот каким-то неловким мальчишком, который рядом вот с такой вот красоткой. Ну, как-то так вот, да? Вам захочется, ну, грубо говоря, мамонта для нее принести. Вот что-то такое сделать. Вам захочется ее чем-то побаловать, чем-то вот таким, знаете, вот приятным, пусть даже в мелочах. Причем женщина такая довольно эмоциональная, вам скажу. Она очень и очень все берет близко к сердцу. Она внешне может не показывать, что она очень такой глубокий эмоциональный человек. Но она довольно такая ранимая, очень такая, ну, доверчивая, что ли. Так, что еще у вас будет? Да, вот она, знаете, она очень мечтательная, она очень любит фантазировать. И как начнет мечтать, смотрите, причем она по колесу фортуны, она послана вам будет именно по судьбе, несмотря на то, что это какая-то женщина, с которой вы где-то пересекались, да. Я не говорю, что прям вы с ней раньше, ну, очень сильно и очень тесно общались. Нет. Это могло быть пересечение где-то мимолетное, да, может быть, ну, я не знаю, там в соседнем доме она живет, может быть, где-то в магазине вы пересеклись, да, ну, как-то вот вы раньше не обращали внимания. А здесь уже, да, перед вашим знакомством, вот, вы как-то вот вернее, перед отношениями, да, не перед знакомством, вы как-то пересечетесь и уже более тесно будете общаться. Так, что будет еще в процессе ваших отношений? Давайте-ка посмотрим. Так, даже, знаете, смотрите, настолько так вот теплая карта выпала. Даже вот ваши друзья-приятели, там, я не знаю, коллеги, вот, которые узнают о ваших отношениях новых с этой женщиной, они могут так, ну, светлой завистью вам завидовать. Вот вы будете рассказывать о каких-то своих, может быть, я не знаю, каких-то моментах, да, вот что между вами происходит. Обычно, ну, с близкими делятся, да, вот. Даже в порыве радости делятся, вот какая классная женщина, вот она там что-то либо приготовила, какую-то вкусняшку, либо же еще что-то сделала, да, куда вы ходили, что вы видели, ну, что-то такое, да, либо же как она вас там завтраками кормит, то вам будут даже вот белой завистью завидовать, потому что в их жизни такого нет, вот именно такой женщины. И смотрите, даже проигрывается у нас семейная карта. Карта, которая нам говорит о том, что с этой женщиной, да, в перспективе у вас, возможно, и семья, и даже ребенок. Причем вот гармония полная. У нас десятка кубков выпала, да, которая настолько вот переполнена эмоциями, любовью, гармонией, да, вот каким-то достатком. Это карта, которая нам говорит о том, что человеку хорошо просто, ну, хорошо просто от всего.
Вот приятно даже просто помолчать с такой женщиной. Знаете, вот бывают отношения, когда тебе хорошо просто от того, что человек рядом находится. Пусть будет твой партнер, пусть сидит, молчит, ничего не делает, но просто тебе классно от того, что рядом, да. Вот. Поэтому не расстраивайтесь, ребят, у кого сейчас есть какие-то проблемы, какие-то непонятки в личной жизни. Довольно часто мы можем себя накручивать, да, вот когда что-то не ладится, когда не удается познакомиться, либо же когда вы знакомитесь, потом понимаете, что это не та женщина. Но согласитесь, что довольно сложно найти реально хорошую женщину, которая именно для серьезных отношений. Временные нам не нужны, да, мы не берем временные отношения, потому что это совершенно не тот уровень, да, и отношениями как-то это их не назовешь, это немного по-другому называется. Вот. Но никогда не надо опускать руки. Надежда умирает последней, как говорят. Поэтому всегда нужно какую-то веру, надежду иметь. Вот что бы вы ни хотели, да, это обязательно случится. Главное, ни капли не сомневаться. Вот если будет капля сомнения, то все, тогда можно уже не ожидать, да, начнутся вот эти все какие-то непонятки в жизни, в отношениях. Вы можете не получать то, что вы хотите, но именно надо, чтобы без сомнения. Когда нет сомнения, вы абсолютно уверены, вот что я найду женщину, да, и не просто найду женщину, а женщину для отношений, которую я буду любить и которая будет любить меня, да, вот уверенным просто до глубины души, ребят, услышьте меня. Это реально работает, я это на себе испытала. Это работает даже вообще в любой ситуации, в жизненной, по работе, в отношениях, где угодно. Вот когда вы уверены, что будет вот именно вот так вот, как я хочу, да, оно каким-то реально магическим образом получается. Поэтому я вам советую тоже, никогда не сомневайтесь, ни капли сомнения не должно быть, что у вас будет все шикарно. Будет все просто в шоколаде, и ваша личная жизнь в первую очередь. И все у вас будет классно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!